Салам маршалам, шибзия. Рада вновь продолжить нашу дискуссию, опираясь на твою статью. И сегодня наша тема Эфрем Эшба и Асламбек Шарипов. Это две достаточно значимые личности в истории Кавказа, и мне хотелось бы, чтобы многие горцы знали о них. Расскажи, пожалуйста, исходя из своих знаний, кто были эти люди, какой вклад они внесли и чем они запомнились. Спасибо за вопрос. Значит, Ефрем Алексеевич Эшба и Асламбек Джамалдинович Шарипов – это две выдающиеся исторические фигуры начала XX века, а если быть точнее, революционного периода, революционного, постреволюционного периода, периода установления советской власти на Кавказе. Каждый из них внес весомую лепту в этот сложный ключевой период, в эти сложные политические процессы. Что касается Ефрема Эшбы, это абхазский революционер, причем революционер с большим стажем, с большим опытом, человек, который получил хорошее образование. Он закончил Сухумскую школу еще в царский период, потом учился в Тбилисской гимназии, еще обучаясь в Тбилиси, он увлекся революционными идеями. Стремление к знаниям, хорошему образованию его привело в Московский государственный университет. Он учился на юридическом факультете, учился на отлично, но за поведение получил тройку, и это было связано с его политическими интересами, с его интересом, с его деятельностью, с марксистскими кружками. И он всегда говорил, что его тройка за поведение выше, чем академические пятерки за обучение, потому что, говорит, это как раз школа, революционная школа. То есть это был идейный революционер. Что касается Асламбека Шарипова, он был помоложе, родился в 1897 году в горах Чечни. Значит, родился в семье царского офицера Джамалдина, который определил его в Полтавский кадетский корпус, но во время Первой мировой войны он перевелся в Грозненское реальное училище и в свои молодые годы очень серьезно интересовался, увлекался и горской историей, и историей, связанной с движением Шамиля, с обреческими деятельностью Абрека Зелимхана. Он часто писал своим родителям о Зелимхане, просил новые сообщения, новости, события, связанные с обречеством, чтобы его держали в курсе событий. То есть был такой национально увлеченная личность. И как сошлись судьбы этих двух людей после февральской революции, именно свои национальные чувства привели Асламбека Шарипова в национально-освободительное движение, а точнее Союз горцев. Он даже, выполняя миссию Союза горцев, Союз горцев это было в принципе широкое такое национально-освободительное движение, направленное на создание самостоятельного горского государства, конфедерации от Дагестана до Абхазии. Союз горцев объединял, во главе этого союза, конечно же, были верхи, социальные верхи, это Пшимаха, Коцев, Кабардинец, да, из аристократических слоев, это Тапач Ермоев, который был нефтепромышленником, участник сражений в Первой мировой войны, ротмистр императорского конвоя, ну и другие вот известные личности. Вот молодой Асламбек Шарипов влился в их ряды. Осенью 1917 года его направили в Абхазию, чтобы агитировать регион к присоединению к конфедерации. Абхазия всегда держалась особняком в силу своих географического положения, в силу своей близости к Грузии. В Грузии тогда к власти пришли меньшевики, которые пытались Абхазию тоже втянуть в свой такой унитарный политический проект.
Вот, и сохранилось несколько писем Асланбека Шарипова, которые он из Абхазии направил своим друзьям, своим коллегам по политическому движению. Последнее письмо написано 24 октября 2017 года, как раз накануне Октябрьской революции или переворота. Ну, одним словом, он восторженно пишет, как его очень радушно, гостеприимно, тепло принимали в различных районах Абхазии. По поводу его приезда везде устраивались большие торжества. Он встречался с разными лицами и с лицами, которые левые идеи исповедовали, в частности, наверное. И вот тогда его завязалось знакомство и с Ефремом Эшбе, и с национально мыслящими, да, которые были склонны к Горской республике, Симон Басария и так далее. Ну вот таким образом вот завязались эти дружбы, эти связи, и произошла со временем определенная эволюция у Асланбека Шарипова. Ну, наверное, и беседы с Ефремом Эшбе тоже повлияли, но наряду с этим он еще на съездах терских народов встречался с Сергеем Мироновичем Кировым, известным революционерами, Серго Орджоникидзе. Вот по поручению, по просьбе Орджоникидзе Асланбек Шарипов стал инициатором создания Чеченской Красной Армии. Давай Вот как. да, вот на этом этапе на минутку буквально остановимся и внесем такие маленькие детали, чтобы как-то более красочно люди могли себе представить. Из того, что я знаю об Ефреме Эшпа, он был в семье, где было 5 детей. Его отец Мгм. достаточно порядочный человек, имеющий хорошую репутацию в обществе, очень гостеприимный. Он происходил из, Анзор, если я не ошибаюсь, из дворянского рода, по-моему, да? Анзор хочет сразу перейти к тому, что делать. Нет, я все-таки хочу эти детали, потому что они более так красочно показывают Ну, из портреты. аристократических слоев, Да, да. да, вот. Но в раннем возрасте, достаточно в раннем возрасте, он остался сиротой. Отец его умер. И чтобы не оставаться одному дома, он ходил со своими братьями и сестрами в школу. Он был настолько маленький, что преподаватель не знал, что с ним делать. Он говорил: малыш, ну ладно, тогда останься здесь и занимайся. Слушай, и он был удивлен, что через какое-то время Ефрем Эшба, что этот малыш не только не мешал, а увлеченно входил в учебный процесс и повышал свои знания. И в очень скором времени вот эта личность, она обрела такую образовательную форму, он стал очень эрудированным. То есть уже поэтапно с детства видно, как росла эта личность, можно сказать. Да, 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 Мог бы да. ты что-то добавить про Асланбека Шарипова? Он с ваших краев, возможно, что-то, какие-то фрагменты из его детства, которые тоже бы показывали, что вот, ну, мне кажется, это тоже все не просто так. Такие люди, они как-то уже отличаются, уже их можно распознать еще в раннем возрасте. Да, Асланбек Шарипов еще в детстве, когда он, ну, уже в юности, когда учился в Грозинском реальном училище, да, писал письма своему отцу, всегда интересовался общественно-политической жизнью, даже находясь в Полтаве, в кадетском корпусе, его живо интересовали события, которые разворачивались в начале 20 века вот на его родине. Это связано и с обречеством, и с революционным движением. Конечно, у него, мне кажется, все-таки вот, несмотря на то, что он происходил из семьи царского офицера, его больше влекло вот в эти процессы именно национальные чувства, патриотические чувства. Он действительно был очень убежденным патриотом родного края, интересовался фольклором, кстати, переводил, одним из первых перевел чеченские илли, геройко-эпические песни, несколько илли на русский язык, потом пробовал перевести Горького, «Буревестник», его революционные вот такие произведения его увлекали. Вот такая Саид, а в увлеченность. какой момент, мог бы ты в двух словах рассказать,
Ты упомянул о том, что в какой-то период он занимался обречеством. Что это за период был? Нет, это как раз с 1901 по 13 год, это как раз деятельность Абрека Зелимхана. Мгм. Он учился вот в это время, в 13 году, в 12-13 в Полтаве. И вот он писал домой, просил новости, какие-то сюжеты из газет, которые связаны с Абреком Зелимханом. То есть он Мгм. очень увлекался вот деятельностью вот этого героя-одиночки Абрека Зелимхана, Ты вот также Асланбек Шарипов. Ты также упомянул, что тогда происходило, создание Горской республики. Кратко, в целом, что Да-да-да. собой представляло это образование? Ну, Горская республика, союз горцев, скажем так, это, конечно, довольно-таки аморфное было образование, но очень широкие слои: аристократия, простой народ, духовные лица, шейхи, муллы. И я что хочу сказать. Асланбек Шарипов в молодости создал организацию, ну, на мой взгляд, это первая общественно-политическая организация вообще в истории Чечни. Называется Нисвана Наост, товарищ справедливости. Вот, будучи главой, руководителем этой организации, он влился в союз горцев. Вот. А почему я связал вот эти две личности, наверное, не безразлично нашим слушателям, да, Эсма? Я хотел сказать, что уже после установления советской власти Ефрем Эшба работал на Северном Кавказе, в частности в Кубанской области, на территории нынешней Адыгеи, Это Лабинского это района, в тот период, Краснодарского. когда Шарипов приехал в Абхазию, а в Нет, этот нет, период аж это позже, конечно, М, это позже, да. мгм. Это позже. Есть вот малоизвестная такая биографическая работа у Дзидзария Ефрем Эшба. В этой работе Дзидзарий отмечает, что Ефрем Алексеевич увлекался изучением истории кавказских горцев и до конца своей жизни интересовался этой проблемой. Работая секретарем чеченского обкома партии, он начал писать по этому вопросу. Вскоре вышла его книга «Асланбек Шарипов. Исследования о замечательном сыне чеченского народа, герое гражданской войны на Северном Кавказе». Вот эта книга как раз подтверждает связь этих двух личностей, связь между двумя регионами на карте Я Кавказа. также Извиняюсь, я также Мгм. узнала из твоей статьи, что он в Чеченской Республике был всего 20 месяцев. Ну, где-то, да? Да, совершенно Но верно. за это время Да, да, он да. инициировал открытие 27 школ. Да, 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 совершенно Это верно. такой Это факты из документов, да. Деятельность Ефрема Эшбы имела очень многогранный характер, несмотря на свою ограниченность во временном промежутке. Если в Абхазии его больше знают о его политической роли в период становления советской власти, то вот чеченские историки знают его как одного из основоположников марксистской концепции чеченской истории. А мог бы ты Вот, рассказать подробнее об этом? да, Ефрем Алексеевич стоял у истоков строительства советской системы чеченской автономии, иногда преодолевая даже инерцию масс и барьеры чиновников. Чиновники, которые приходили из метрополии, из центра, не совсем интересовали национальные чаяния, запросы, но как горец, как сын Абхазии, Ефрем Эшба очень остро чувствовал нужду чеченского народа, простого жителя гор и равнины. Поэтому он активно занялся открытием школ, домов культуры, больниц. Одним из, ну, попытался также, не отрываясь от своей основной деятельности, активно изучал по источникам историю Чечни 18-19, начала 20 веков. Несмотря на вот такой ограниченный период его пребывания он оставил о себе очень хороший след. Об этом подтверждают его связи. В первую очередь он был очень близко познакомился с такими известными личностями становления советского периода в Чечне. Это значит друзьями и соратниками Эшба, вот чеченский период его деятельности, был человек, который стал впоследствии известным писателем, был ректором
Горского института во Владикавказе, руководитель Чеченского областного народного образования Халид Ашаев, который написал знаменитый роман «Пламенные годы», да, о революции. Также советский деятель, выпускник Института Красной профессуры, ставший впоследствии знаменитым политологом на Западе Абдурахман Авторханов. С ним тоже он дружил. Абдурахман Авторханов очень колоритная фигура, умер в Мюнхене, похоронен. Там замечательная загадка смерти Сталина, также о партократии. Великая личность, да. Да, да, очень империя Кремля, множество трудов остались после него. То есть второй секретарь чеченского обкома вот, автономной области Хаси Вахаев тоже с ним был знаком. А также красный партизан, боевой соратник Асламбека Шерипова, хозяйственный руководитель Магомед Шатаев и другие. Вот круг лиц, которые активно строили советскую власть, советскую систему, с которым Ефрем близко познакомился. Он очень много ездил по аулам, беседовал с крестьянами, учил нас всегда быть с массами, пишет о нем Халид Ашаев. Вот вкратце, что можно Саид, а сказать. почему именно чеченский регион привлек его внимание? Он же мог поехать там в Осетию или Ингушетию Нет, или это же Карелию. все-таки было решение советского центра. Это Москва его направила. То есть он еще на заре своей деятельности входил в комиссариат по делам национальности и занимался преимущественно Северным Кавказом. Северным Кавказом. Значит, где-то разные должности занимал на Кавказе. В 18 году он был комиссаром по горским делам на Кубани. Очень активно общался с адыгами, с адыгскими деятелями от советской власти, Сефербис Юхов, Шахангирей Хакурата и так далее. В 1920 году он работает секретарем Лабинского комитета РКПБ. Это тоже вот рядом с Адыгеей, Лабинск, Краснодарский, нынешний Краснодарский край. В 21-22 годах он был сначала председателем Революционного комитета Абхазии, а затем первым председателем ЦИК СССР Абхазии. То есть это высшая должность в советской системе вот на начальном этапе. С января 26 по август 27 он возглавлял Чеченское оргбюро партии. Ну, тогда власть принадлежала партии, и, соответственно, его роль является очень весомой. Саид, изучая период Горской республики, становления, период революции, даже если сегодня мы как-то смотрим, возможно, скептически, да, на тот период, мне показалось, что столь видные деятели пытались, видели, как меняется время, меняется история, и пытались ради тех же кавказцев занять какие-то ниши. Возможно, кто-то испытывал, не знаю, романтические какие-то настрои о том, что наше положение в лучшую сторону может измениться. Если ты не согласен, поправь меня. И еще мне показалось при изучении периода там, революции и становления Горской республики, деятельности многих таких личностей, что происходила какая-то мясорубка. Потому что люди, даже столь значительные, со значительными достижениями, они долго не могли продолжить свою деятельность. Там был просто конвейер, который переламывал эти судьбы. Да, совершенно верно. Это был очень сложный период в истории России, в истории и народов Кавказа. В первую очередь, конечно, это очень трагический период в судьбе русского народа, потому что гражданская война, она прошлась в первую очередь вот по русскому народу, когда брат против брата, когда сын против отца и так далее. Это страшно себе представить, поэтому вот несмотря на то, что мы все где-то воспитанники марксистско-ленинского мировоззрения на начальном этапе, все-таки революционный путь – это путь коренной ломки, это путь слома, такого радикального слома, очень сложный. Что касается народов Кавказа, в первую очередь горских народов Кавказа, да, элиты, которые возглавляли представляли различные социальные слои
и аристократия, и военное сословие, и духовные лица в лице шейхов, мул, они пытались позитивно направить в такое управляемое русло вот эти сложные революционные процессы. И, конечно, разные лица представляли разные слои. Вот что касается Союза горцев, да, там были и представители бывшего военного офицерства, царского офицерства, нефтепромышленники, это и с высшим образованием юристы, которые Московский государственный университет заканчивали. То есть, но очень важным, скажем, элементом всей этой системы в Горской республике, конечно, были духовные лица. Еще свежи были в памяти история имамата Шамиля, теократической державы, как его назвал Николай Ильич Покровский. И вот религиозный фактор, особенно на северо-восточном Кавказе, он очень доминировал. Вот с одной стороны эти силы, с другой стороны временное правительство, белое движение во главе с Антоном Деникиным, оно опиралось на военное, скажем, на военную элиту, выходцы из горцев. Вот Эрисхан Алиев, генерал артиллерии, его он назначил главой Чечни, вот временное правительство пыталось. Бичерахов в Осетии, вот, и так далее. Там хотел быстро назвать, но вспомню я чуть ниже. В Дагестане тоже вот генерал стал во главе. То есть Горская республика, ей устоять вот в этом сложном процессе столкновения социальных, политических, геополитических, экономических интересов. Вокруг, когда все рушится, рушится 300-летняя имперская система, конечно, это очень сложно было устоять. Но что касается гражданской войны, ну, мне кажется, нашим народам более-менее удалось устоять от соблазнов всеобщей ненависти, всеобщей там классовой борьбы, противостояния и так далее. Саид, Вот в этом... да, позволь Да, да. сделать ремарку. Даже там в каких-то регионах не было князей или крестьян, они были равны. В каких-то регионах были условно князья и землепашцы, у нас в Абхазии так. И были нередки случаи, когда дворянин мог найти укрытие у революционера, я имею в виду кавказцев, у революционера, и наоборот, те же дворяне в какой-то период защищали тех же революционеров. То есть мы, да, кавказцы смогли устоять в этом смысле. Насколько могли, настолько старались устоять. Что касается Ефрема Эшбе, были периоды, когда его даже заключали в тюрьму, потом выпускали, он мог продолжать свою деятельность. После Чечни что произошло? Почему он ушел через 20 месяцев и как закончилась его судьба? Ну, Ефрем Эшбе, он был старый революционер, скажем так, ленинской волны, большевик с большим опытом. Когда уже после смерти Ленина сталинская система начала укрепляться, конечно, он постепенно попадает уже в определенную Опал. опалу этой системы. Да. То его арестовывают, то его отпускают. Для меня очень примечательно и очень интересно было, находясь в опале, находясь в Гагре, он писал свой труд, посвященный вот как раз чеченской истории. Несмотря на такой прессинг огромный, который навис над ним, он, в принципе, от этого и погиб на Колыме, да, он не оставлял свой этот труд. Даже находясь за стенках, он продолжал писать над этой работой. Это говорит о том, что это был человек высокого гражданского мужества, идейный человек и так далее. Вот светлая память таким сынам Абхазии. Конечно, один в поле не воин, один личность против целой системы, тем более система, которая все больше и больше приобретала такие тоталитарные черты, он устоять не смог, но остался верен своим идеям, своим принципам и вот своим интересам. Кажется, он погиб в 1939 году В по 1939 репрессии. году, если мне память не изменяет, в Колыме
А Спасибо. как сложилась судьба Асламбека Шарипова? Асланбек Шарипов погиб тоже в 22 года. Он возглавлял чеченских партизан, так называемую чеченскую Красную Армию. Возможно, она не была армией в полном смысле, но был большой отряд. Во время 100-дневных боев с деникинцами в Грозном он погиб. То есть не только он один возглавлял, там был еще отряд Николая Гекало, выходца из Полтавы, которого тоже революционные события привели вот к большевистское движение. Вот таким образом вот прервалась его жизнь. Неизвестно, как сложилось бы, потому что это был очень смелый, очень мужественный, очень одухотворенный человек. Возможно, тоже не избежал бы репрессий. Вот. Что касается его братьев, Майрбек Шарипов, он включился в антисталинское движение, участвовал в различных подпольных деятельностях вплоть до 30-х годов, вот тоже Майрбек Шарипов. Это была плеяда очень знаменитых братьев. Один из братьев, по-моему, Зайналбек, основатель чеченского театра, первого театра. То есть это были яркие братья. Асламбек Шарипов, он погиб вот в 100-дневных боях осенью 1919 года в Грозном в борьбе с белоказаками Антона Деникина. Он не один был, вот красные силы, большевистские силы еще представляли отряд Николая Гекало, выходец из Одессы, который тоже рано вошел в революционное движение. Вот таким образом вот прервалась такая яркая героическая личность, жизнь этой личности Асламбека Шарипова. Вот неизвестно, что было бы с ним, если бы он пережил бы период репрессий, наверное, вряд ли его миновало бы, потому что мы смотрим на судьбы его братьев. То есть вот такая яркая личность, яркая фигура. Кстати, я хотела сделать уточнение. Вот ты упомянула о том, что он был в Абхазии, его встретили очень тепло. То есть с чем это было связано? Им понравились абхазам идеи? Ну вот вы же не зря сказали, что несмотря на то, что на сложность революционного периода, на классовую борьбу, каждый из Абхазии пытался занять Абхазии, на Кавказе занять свою нишу в определенных силах и в революционных, и в, скажем, в белом движении, и в союзе горцев. Это было связано с тем, что все-таки над политическим сознанием, вернее, политическое сознание горцев в политическом сознании превалировали традиционные вековечные ценности наших народов. Это гостеприимство, куначество, побратимство, аталычество, это взаимоуважение. То есть, в принципе, вот эти ценности, вековечные ценности, они идентичны, несмотря на разность в некоторых деталях, они очень схожи у народов Кавказа. Уважение к соседям, уважение к гостю и так далее. Вот и здесь, конечно, Кавказ всегда был и остается силен своими традициями, вот, традиционными ценностями. И по сегодняшний день является одним из форпостов в Северный Кавказ, вот, скажем, традиционных ценностей в Российской Федерации Я и на благодарю. постсоветском пространстве. Я благодарю тебя за время, которое ты сегодня уделил нам. Если мы что-то забыли сказать, ты можешь дополнить, если я что-то забыла спросить. Ну вот я больше хотел о труде Ефрема Эшба. Этот труд пережил два издания, 27 и 29 годы. Сложные годы, большими тиражами выходило, очень большой промежуток истории освещается. Там не только Асламбек Шарипов, там начиная с шейха Мансура, движение имама Шамиля, обречество и так далее. И очень на широкой источниковой базе. То есть я хочу сказать, что Ефрем Эшба был не только смелым революционным деятелем, но очень талантливым
исследователем истории Кавказа. Баркал, И Табуб. Адыгвайла и Табуб Авзерас.